Что должен делать блогер? Наверное, бложить. Я смотрю те каналы, которые много они поднимаются в топ намного быстрее тех, которые что-то делают своими руками. Всем привет, меня зовут Сергей Нео, и вы на канале Не Ноль. То, что я в очередной раз стою возле Эклипса, это не означает, что сегодня речь пойдет именно о нем, поэтому любителей газелей, различных обзоров автомобилей, выхлопов, свапов, прошу не переключаться. На самом деле уже более года, как существует вот это название Не Ноль канала, я даже делал по этому поводу определенный видос, как я менял это, ну так его не выпустил, он у меня для истории лежит среди всех остальных видосов. Мы сейчас переименуемся, а новое название будет такое. Ну, как вам название? Символично, правда? Я сегодня хочу поговорить о том, что на текущий момент я делаю. Так как возникла такая небольшая пауза, мои постоянные подписчики знают, что об этой неприятности сейчас временно могу только говорить. Так вот, я хочу рассказать о том, что я сейчас делаю, то, что я сейчас заканчиваю или начинаю. В общем, все то, что будет в ближайшее время показано на канале. Ну, своего рода анонс, тизер, такое представление о канале, что было, что есть, что будет. Поэтому, я думаю, всем будет интересно, и вы сможете сделать вывод, имеет ли смысл подписываться на этот канал, если вы на него еще не подписаны, или нет. Ну, а если подписаны, обновить в памяти то, на что вы подписаны здесь. Поэтому, если не подписаны, подписывайтесь. Я всегда буду очень рад всем новым знакомствам, новым комментариям. Пишите побольше. Это всегда очень приятно осознавать, что тебя смотрят и тебя ценят. Но начну я свой рассказ не с проекта Save the Eclipse. Ему посвящено и так очень много времени на канале, но я про него не забуду тоже. А расскажу вот об этой поделке. Я думаю, многих подписчиков на моем канале привлекла та серия видео, когда я делал эту пластилиновую машинку. Она с последнего видео находится в том же состоянии, ну точнее, как сказать, она стоит на улице уже год. На самом деле это для нее достаточно хорошее место, здесь тенек, и она от этой жары не так плавится. Хотя, конечно, уже немножко пришла в негодность. Так вот, я тоже все это время не терял, и мы с одним моим товарищем сделали вот такую маленькую модель. Она просто черновая еще пока заготовка, на основе которой мы сделаем маленькую модель для того, чтобы посмотреть формы, ну, чтобы в крупном виде не лепить. Это, в принципе, надо было сделать давно, это надо было сделать, наверное, сначала, но как-то вот я взялся за глобальную постройку в масштабе 1 к 1 и совсем забыл про то, что можно сделать маленькую копию. Так что, в принципе, работы продолжаются. Вот есть гипсовая болванка, тоже определенная под эти задачи, в которой мы смотрели форму новой крыши, новой задней полки. Ну, то есть вот тоже какие-то параметры делали по этой маленькой модели. Сейчас эта поделка выглядит вот так. Она, конечно, вот местами потрескалась. Ничего страшного, вылез воск из пластилина. Пластилин скульптурный, он с воском. Но восстановить ее до былого состояния не представляется большого труда, поэтому это все сделано. Напомню, это морда от Eclipse 5-го поколения, который так и не был выпущен компанией Mitsubishi. И вот я хочу ее построить. Вот так вот она выглядит. И это будет целая машина, полный обвес на основе 4-го поколения Eclipse. Ну, возможно, может быть, впоследствии какой-нибудь другой кастомной машины. Так что вот такие вот дела ожидаются впереди касаемо моих пластилиновых работ. Я надеюсь, эти пластилиновые работы вас заинтересовали, и вы видите причину для того, чтобы подписаться на мой канал. Поэтому подписывайтесь, буду рад. Но я боюсь, что для осуществления всех этих планов по обвесу придется пожертвовать моей любимой машиной и моей каждодневной машиной. Вот этот Eclipse кабриолет, на котором я езжу каждый день и зимой, и летом, скорее всего, пойдет как основа для этого обвеса, и мне придется уже ездить не на нем. Хотя для этого у меня есть тоже интересная новость. Я купил очередную машину, и об этом тоже расскажу в дальнейшем. Но что с ней будем делать и что это за машина, это будет пока тайна.
Не забыл я и о проекте Eclipse Cross и о ее прототипе, построенном на базе Eclipse 4-го поколения с двигателем 3.8, это полноприводный Eclipse, о котором на моем канале куча видосов, как я его строил, как он ездил. И вот сейчас он спустя 5 лет стояния тоже обещает поехать. И должно быть это все очень интересно, потому что я его полностью реставрировал, полностью перебрал. И как он поедет, вы скоро увидите. Он построен на базе Evolution, то есть у него эволюшеновская полноприводная механическая трансмиссия, ну и все остальное симбиоз разных митсубишевских запчастей. Что, конечно, приводит к тому, что приходится вот сидеть, ковыряться в груди металлолома и пытаться сделать из этого что-то необычное. Вот, в частности, это раздатки, о которых я давно хочу рассказать. Они лежат у меня уже, наверное, год здесь по углам. И я все пытаюсь сделать о них рассказ, потому что такие раздатки пособирать не так уж и просто. Тут раздатки с блокировками, с открытыми дифференциалами, с вискомуфтами, с АЦД. Ну, то есть, в общем, разные поколения, разные машины, AirTrack, Evolution, Endeavor. В общем, все это я распилю, заварю. На самом деле, когда я начинаю рассказывать о каких-то трансмиссионных внутренностях, то я сразу вспоминаю канал своих друзей Extreme Garage. Когда я смотрю их видосы, мне просто нечего больше добавить, и каждый раз я думаю, что ну зачем я буду выпускать свой, если у них на канале уже есть такой же. Поэтому, собственно говоря, и не выпускаю свои. Но их подход, их ремонт и все это все-таки классика жанра, а у меня больше тюнинг. Поэтому я постараюсь рассказать о тех необычных условиях применения, тех необычных возможностей, которые можно сделать с такими узлами, чтобы собрать что-то свое. А так переходите и подписывайтесь на их канал. Это мои друзья, у них очень хороший и интересный контент по ремонту всего механического, автоматического. В общем, они молодцы. Ну и куда же без сварки? Конечно, будет сварка, будет много сварки, выхлопов, впусков, каких-то свапов. Все, что можно приварить и отрезать, все будет на канале. И сейчас вот рядом со мной продолжение темы. Это вот этот подрамник от BMW, который я внедряю от BMW E90 в BMW Z3 с редуктором от BMW E30, с приводами от E36. Ну, в общем, такой симбиоз. Он делается, и тоже будет про него огромное видео, даже не одно, с рассказом, с показом и с объяснениями всего, что происходит. Это BMW сейчас представляет собой вот такой корж, но на самом деле это вид обманчивый, потому что все лишь вот это какие-то остатки скотча, чем он был обклеен. А так, в принципе, вполне красивая, отличная машина. И вот в ней стоит как раз полностью подвеска от BMW E90. Это второй редуктор, на котором я примеряю все это, но в итоге поставлю все на тот. Так что, если ты фанат BMW, то мой канал и для тебя тоже. Подписывайся. Также впереди нас в недалеком будущем ждет установка М-обвеса на BMW пятерку. И, возможно, будут другие BMW также. Сварка-болгарка — это, конечно, хорошо, но и обзор всяческих приспособ, как их делать, и вообще интересного инструмента я также буду делать в дальнейшем. Я надеюсь, что вы уже посмотрели мои новые видосы об интересных инструментах и продолжите их смотреть. Ну а в целом, многие анонсы я выпускаю в раздел для спонсоров. Это тот раздел, который каким-то образом финансово поддерживает мой канал. В принципе, играет тоже ощутимую большую роль в развитии канала, потому что без финансов делать на YouTube сейчас нечего. И кто бы что ни говорил, интересный контент и тому подобное, без вложений в оборудование, в те же превьюшки для видосов, никакого развития канал не получит. Поэтому, если у вас есть какие-то свободные, ну, пускай небольшие средства, то можете нажать кнопку «Спонсировать» и стать спонсором моего канала. Это очень поможет его развитию. Там копейки от 50 рублей, я думаю, никого не затруднит расстаться с такой небольшой суммой. Даже пачки сигарет за нее сейчас не купишь. И хотя конкретно вот эта машина – это не мой проект,
Но буквально в начале этого года, в декабре, в январе, я практически отказался от такого же проекта по полному восстановлению Mitsubishi GT 3000. Это был бы такой Save Z 3000 GT. Потому что мы еще не закончили второй сезон Save the Eclipse. И если я сделал неправильно, то напишите, хотели бы вы видеть GT 3000 в полном разборе и в полной реставрации. Будет очень интересно услышать ваше мнение. Ну а я же перейду к непосредственному виновнику второго сезона Save the Eclipse. Это Mitsubishi Eclipse второго поколения. Это Eclipse с крайслеровским 420 мотором, переднеприводный, самая такая лоховская версия, но именно эта версия снималась в фильме «Форсаж». Не турбовая полноприводная, а вот такая лоховская. И вот мы взяли тоже такой же Eclipse для того, чтобы сделать его крутой, но не зеленой машиной, как делают все, с обвесом непонятно каким, а просто вот заряженной хорошей машиной, полноприводной на твин-турбовом V6 моторе с более-менее современной электроникой. И вот об этом у нас идет второй сезон Save the Eclipse. Но это не единственный участник второго сезона моего сериала. Есть еще Eclipse третьего поколения. Мы с ним делаем похожие работы. Тоже ставим V6 Twin Turbo, тоже делаем полный привод. Но он сейчас уехал на покраску. И надеюсь, что я к нему смогу добраться. Что же сделано здесь сейчас? На текущий момент я установил и сделал все крепления для мотора, коробки передач, полного привода, кардана, то есть всех узлов, которых здесь никогда не было. Все это разместил, все мы подготовили под капотку, покрасили, но совсем еще не делали ничего с мотором. Это я делаю умышленно, потому что потом я его хочу красиво собрать и разобрать на видео. А для начала, чтобы не делать это все сейчас и чтобы она поехала, сэкономить немножко времени, дать контент с движухой намного быстрее. Сейчас он у меня забит полностью различными свапальными запчастями. Тут проводка, трубки, винтики, гаечки, болтики и всякие трубки-железки. Все это будет здесь установлено. Сейчас этап проводки, который я никак не начну, никак не продолжу, но в скором времени как раз расскажу об этом. Вообще, конечно, каждый раз я думаю, что снимать, что показывать, как подавать. Потому что хочется, чтобы канал развивался, хочется, чтобы вложенные мной труды, средства, время отдавали какую-то обратную связь. В том числе меня радовали подписчики хотя бы своими поощрениями или наоборот упреками. И то, и другое – это реакция, и она дает стимул к развитию. Как показывающий, что ты развиваешься неправильно, так и показывающий, что ты развиваешься правильно. Поэтому в любом случае, даже если вам что-то не нравится, напишите. Если вам понравилось, напишите тем более. Мне будет крайне приятно от вас услышать все ваши замечания и пожелания. Да, кстати, а что же с газелями, спросит моя многочисленная армия подписчиков, которые подписались на газельку. С газелькой все не очень просто. Газельку у нас отняли. Как подарили, так и забрали обратно. Поэтому как таковой самой газельки у нас больше нет. Но Александр, с кем мы делали эту газельку, открыл свой YouTube-канал. У него сейчас достаточно много работ по свапам ZMZ Pro на газель, и он о них рассказывает. Ну и также проект газельки в принципе не забывает. Поэтому подписывайтесь на его канал также. Ну и на моем канале, конечно же, пойдет сам проект «Газелька», тогда, когда мы доберемся до него снова. Ну а пока, вот, к сожалению, вот так. Бывают такие разочарования в жизни. Как дали, так и забрали. Селяви! Рассказывать обо всем, что есть и что будет, конечно, можно достаточно долго. И я не хочу это все растягивать в какой-то огромнейший обзор. И так он, наверное, затянулся. Но хочу сказать одно, что как я до этого делал, так и в дальнейшем я буду поддерживать примерно формат рассказа обо всем, что делаю. Детальном рассказе о всех работах, что произвожу. Будь то по выхлопам, обвесам, каким-то свапам,
Mitsubishi, BMW, там Audi. И, конечно же, если вы интересуетесь машинами, то подписывайтесь на мой канал. Будет интересно. Сегодняшний обзор, вот этот тизер проектов, он закончен. Я еще раз прошу подписаться на мой канал, поставить лайк, дизлайк, как-то откомментировать происходящее, понравилось вам это или нет, готовы вы подписаться, или если вы уже подписаны, то не зря ли вы подписаны на мой канал. В общем, я это сказал уже много раз на сегодня, поэтому всем удачи, всем пока, спасибо за просмотр.